Здравствуйте, друзья! Мой очередной обзор также будет рассказывать про гаджет от компании Xiaomi. И хотя это устройство напрямую не является частью умного дома, тем не менее оно предназначено для домашнего использования и даже управляется со смартфона. Кто еще не догадался, речь пойдет о умных весах Xiaomi. Итак, дизайн более-менее приличный, никакой полиграфии, большой логотип MIUI. Единственное, что коробка не белого, а желтого цвета. Здесь у нас на борту имеются характеристики технические. Я сейчас попробую их озвучить, тут почти все на китайском. Здесь находится part number какой-то. 4.0 это, видимо, Bluetooth. 4,5 вольта это, видимо, 4 батарейки АА. Здесь также написано. Ну, больше я, наверное, отсюда ничего не извлеку. Приступим к распаковке и посмотрим, что же здесь у нас внутри в этой большой коробке. Коробка, кстати, по-видимому, открывалась на таможне, потому что здесь вот этот скотч был разрезан, когда я ее получил. Так, давайте я ее вытащу. Так-то просто, хотя я хочу сказать, оно такое довольно увесистое. О, поехала. Вот коробка, которая находится внутри. Еще одна коробка, как видите, к упаковке компания Xiaomi относится ревностно. В принципе, все упаковки, которые я встречал, они сделаны, во-первых, из плотного картона, во-вторых, подразумевается какая-никакая защита. Так, здесь у нас какие-то уши, Вот, собственно говоря, и герой нашего обзора — это бытовые умные весы Xiaomi. Сделаны из материала, здесь сверху стекло. Сейчас посмотрим, что уже у нас еще есть в этой коробке. Бумажка у нас есть. И вот посмотрите, какой вот толстенный слой картона. Короче, это тут коробка непробиваемая. Тут можно, наверное, деньги инкассатором возить. Вот, собственно говоря, все, что есть в коробке, не считая бумажки. Здесь сверху покрытие есть из пленки транспортировочной. Это стекло у нас, судя. Да, стекло. Вот здесь у нас белый пластик. Вот здесь также у нас есть технические характеристики. Тут что-то уже интересней. Вес от 5 до 150 килограмм. Ну, в принципе, и Bluetooth нарисован, значок Bluetooth. Итак, давайте посмотрим, какого они у нас размера. Это у нас квадрат 30 на 30 сантиметров. Ровно 30 на 30. Высота от пола, если кому интересно, 2,5 сантиметра. Полностью высота этих весов. Давайте будем распаковывать дальше. Так, здесь это у нас. Красивая, беленькая. Тут, кстати, видна такая точечка. Так, видите, да, немножко видно на камере. И здесь у нас батарейный отсек, который открывается согласно стрелке вот таким движением. Вот так. Открываем. Ну, сразу хочу сказать, огромный плюс, на мой взгляд, это 4 ААА элемента пальчиковых. Потому что обычно весы, мои прошлые бытовые весы, тоже не исключение, они снабжались плоскими батарейками CR2045 или там 2032, не суть важно, которых хватало ненадолго. Вот, а таких вот, даже сейчас использую аккумуляторы, должно по идее хватить весьма надолго на работу этих весов. Здесь у нас есть еще какой-то переключатель, я подозреваю, это метрическая система или фунты и китайская система. Я сейчас возьму здесь иероглифы, я сейчас возьму смартфон, сейчас я ближе покажу. Вот над батарейками вот такой переключатель. Сейчас я его наведу. Вот видите, он стоит центрально. Сейчас попробую при помощи смартфона, Google переводчика и камеры перевести и рассказать вам, что же значат эти иероглифы. Итак, готов сказать. Только что навел и перевел. Вот это первое положение фунты. Среднее положение, в котором сейчас стоит переключатель, это джин, как он перевел, китайская мера весов. И вот эта вот крайняя мера весов, это у нас килограммы. Пусть будут в килограммах. Давайте закроем и проверим, все ли правильно я перевел. Так, сейчас попробую
Вот это у нас по идее килограммы. Видите, как у нас отображается цифры. Сейчас я попробую сделать ближе. Очень, кстати, интересный такой экран. Вот. Сейчас я попробую сделать ближе. Мне нравится, как отображается. Интереснее, чем всякие такие ЖК-экраны. Сейчас я еще надавлю. Видите, давление, по идее, в килограммах. Вот так отображается вес на этих весах. Вот. И так как я уже говорил, это Bluetooth. Пожалуйста, не размазывайся, камера. Вот так. Что это у нас весы Bluetooth, значит, их можно сопрягать с телефоном. И кто пользуется программой MyFit, которая управляется в том числе умным браслетом, кроссовками и прочим, наверняка видели там возможность подключения весов. Я с такой программой работаю уже 1,5 года, так как я ношу, как уже могли многие заметить, браслет. Это мой второй браслет. Я еще раньше начинал с 1С, у меня есть эта программа, и сейчас я буду подключаться к этой программе и смотреть, что же умеют эти весы передавать смартфону. Ну, еще небольшой тест-драйв, как они меряют вес. Все, это мой вес с фотоаппаратом. На самом деле я вешу меньше, это еще 5 килограмм весит фотоаппарат, шутка. Вот так показывает вес. Несколько секунд и исчезает. Итак, я запустил программу MyFit. Как вы видите, я использую русифицированную версию с MIUI. Вот, есть у меня MyBand 2 уже сопряжено, часы, и вот третий пункт — весы. Пробуем добавить весы. Встаньте на весы для привязки. Становлюсь на весы. Да, вот что-то оно мне тут показывает, что на телефоне, что на этом сопряжении. Вес зафиксировался на весах, точно такой же вес зафиксировался здесь на экране, и идет сопряжение. Итак, после сопряжения у меня появились весы Mi Scale, еще один пункт в меню устройства, и в этом меню доступны следующие у нас функции. Объединять идентичные записи. Это группировать результаты взвешивания, полученные с интервалом менее минуты. Так, здесь нам говорит о том, что во время взвешивания телефон должен быть рядом с устройством, и приложение MyFit должно быть открыто. Дальше, к одним весам можно подключить несколько устройств, это хорошо. Замена батареек. Максимальный вес, надеюсь, до этого не дойдет. Единица измерения веса. Ага, то, что я переводил, здесь также показано. И ровная сухая поверхность. Прекрасно. Ну, теперь давайте попробуем взвеситься так, как нам предлагается, с открытым приложением MyFit стать на весы. Так, приложение MyFit запущено, я просто его запустил. Становлюсь на весы. Вот, и пошло измерение веса. Автоматически я ничего не делал. Готово. Все, мой вес зафиксирован. Ну, ничего сложного. Просто взять телефон, открыть приложение MyFit и стать на весы. И ваш вес будет автоматически сохранен. Ну, здесь все остальные функции, которые есть в измерении веса. Текущий вес, избыточный. Да, немножко я набрал веса, конечно, в отпусках, но ничего не поделаешь. Все. Что можно сказать в качестве вывода? В принципе, это обыкновенные стильные весы. Вот, в принципе, единственная у них функция — это измерение веса, но есть дополнительная фича — это сохранение вашего веса в программке MyFit, которая ведет статистику, показывает вам ваш там избыточный, неизбыточный вес, рисует какой-то график и прочее. Если, в принципе, вы не планируете, вы не пользуетесь программкой MyFit, если у вас нет там смарт-браслета, вам это особо не интересно, то для вас это будут просто обыкновенные весы, ничем не лучше, ничем не хуже обыкновенных весов в магазине, которые, ну, в принципе, хорошие весы где-то так и стоят. Вот. Если вы владелец браслета MyFit, фанат
бренда Xiaomi, хотите вести статистику в программке, смотреть ваш вес, который изменяется как там утром, вечером, что вы съели на ночь и как ваш вес изменился на утро, то в принципе это неплохой вариант. Свои стандартные весы заменить вот на такие вот интересные весы, ну, ум которых, называется умные весы, заключается только в том, чтобы передавать ваш вес на приложение. Все остальное, все подсчеты делает само приложение. Надеюсь, обзор был интересен и полезен. Если я что-то упустил, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Кстати, в довершение обзора скажу, что точно таким же образом весы подсоединяются к другим Mi аккаунтам, если у вас несколько членов семьи используют приложение MyFit. И точно так же работает на нескольких смартфонах. У меня работает на 2 смартфонах абсолютно одинаково с разными Mi аккаунтами. Идеально работает, записывают весы. На этом все. Спасибо, что смотрели мое видео. До свидания.